Часто возникает необходимость сделать обороты меньше у любого инструмента. Если у некоторых бывает шим-регуляторы стоят, то есть либо шим, либо другой способ регулировки, то есть плавный пуск существует и можно регулировать максимальные обороты, как, например, на этой дрели, то есть можно вот так работать, а можно как-то по-другому. У меня есть болгарка большая, сейчас ее на месте нету, но интерсколовская большая болгарка. У нее даже плавного пуска нету, это неудобно и обороты слишком большие. С большой болгаркой не всегда так удобно работать и хочется снизить обороты хотя бы там до 60-70%. Для этого существуют различные виды регуляторов. Самые лучшие из них это частотные, но они неоправданно дороги. И самые простые семисторные. Сам по себе семисторный регулятор не особо хорошо влияет на движки, но только в том случае, если их постоянно так использовать. Ну и они неправильно с точки зрения электродвигателей регулируют мощность. То есть они не ток снижают, а синусоиду, то есть там сложно долго объяснять. То есть если, грубо говоря, мы уменьшим хотя бы на 50%, движок просто не стартанет. Вот, можно заметить его такие вот рывки. Вот, это очень плохо для движков, поэтому и такие регуляторы, семисторные, тиристорные, надо использовать где-то, снижать до 70-60%, не меньше. В идеале там до 70%, то есть до половины он там не стартанет, то есть если на 50% выкрутить. Это нужно иметь в виду. Такие регуляторы, именно этот он продавался отдельно, взятый на Алиэкспрессе, года 3 валялся, и сейчас только пока карантин дошли руки. То есть есть какие-то готовые, наверное, варианты, но наверняка они дорого, чтобы пару раз их использовать там в полгода. Это до того не стоит. Ну, это такие же можно использовать для движков, допустим, которые можно сделать, применить для каких-то инструментов, которые настольные. То есть, чтобы регулировать, допустим, токарный станок или еще прочее, когда вот там ременная передача есть, тоже очень удобно. Сам регулятор элементарный, там семистор на этом радиаторе. Радиатор я вывел, там два контакта, один из проводов просто рвем и включаем в эти два контакта, зажимаем. Ну а здесь просто закрепляем эту плату и выводим резистор, потенциометр. И ничего больше нету. Здесь, соответственно, розетка, ну и там вилка. Вот, собственно, и все. Сейчас я запущу дрель на максимуме и потом на где-то процентов 70. Ну вот, как видно, нормально запускается он, только если выкрутить процентов на 70. Вот, собственно, и все.